Всем привет! Начал стучать барабан при отжиме. Я подозреваю, что это крестовина. Итак, начинаем разбирать. Разбирается машинка так. Снимаем верхнюю крышку. Сзади она откручивается на винтах. Следом откручиваем панель управления. Для этого надо снять порошкоприемник. Здесь вот есть фиксатор. Нажимаете, и он снимается. Следом откручиваются все винты. Так, дальше откручиваем здесь два винта. В принципе, панель у нас откручена. Должна сняться. Еще надо снять вот эту вот пластину верхнюю. После чего надо отключить все фишки на плате управления. Тут некоторые на хомутах держатся, на стяжках точнее. Так, сейчас я отключу и опять включение будет. После чего снимаем порошкоприемник. Снимается он элементарно, откидываются все трубки. Итак, далее мы снимаем противовес, груз. Вкручивается он двумя болтами, чтобы было легче доставать бак в дальнейшем. Теперь надо снять манжету. Снимается она здесь, держится она винтиком одним. Вот его надо открутить, и снимается проволока, которая держит манжету. Теперь осталось совсем немного. Можно открутить амортизаторы снизу, отключить фишку на двигатель. И в принципе поснимать сверху все остальное навесное оборудование. И можно достать бак вверх. Так, снимаем все навесное оборудование, чтобы не повредить, когда будем доставать бак. Снимаем все. Итак, все я соединил. Теперь осталось ее перевернуть на бок и открутить амортизатор и откинуть фишки. И можно доставать будет барабан. Итак, вот крепление амортизатором с двух сторон. Они откручиваются. Снимается патрубок слива. Включается вот в двух местах. Раз и два. И откидывается фишка на двигателе. И бак может быть вытягивать. Так, все, я открутил. Два амортизатора. Снял патрубок здесь на помпе. Здесь было полегче, не надо ничего крутить, просто отжал. Откинул фишку от двигателя. Откинул провода от тена. Все, теперь можно ставить машинку и доставать барабан. Итак, все, достал я бак. Осталось снять ремень, привод. Перевернуть можно будет потом бак и располовинить его. Ремень снимается, как я говорил уже в предыдущих роликах, элементарно. Все. Теперь здесь просто фиксируем. Ну и ставим и откручиваем. И откручиваем. Итак, теперь откручиваем противовес и все болты по кругу, чтобы располовинить бак. Остальные болты находятся под противовесом. Так, после того, как открутили болты, можно располовинить бак. Все, теперь надо будет перевернуть, выпрессовать барабан. Итак, все я разобрал. Всему этому вина оказался подшипник. Вот, сейчас заменю подшипники и буду собирать обратно. Все, заменил я подшипники, поставил сальник. Теперь надо сальник промазать смазкой. И все в обратном порядке. Надо будет поставить барабан, промазать герметиком полубак. И все, собирать обратно. Осталось по кругу зачистить посадочное место полубака, нанести герметик и обратно все скрутить. Так, все я промазал герметиком. Теперь можно приступать к сборке полубаков. Все, барабан собран, поставлен противовес. Теперь можно устанавливать бак обратно в машинку. Установлен в машинку. Теперь надо
прикрутить амортизаторы, подключить проводку снизу, и можно будет собирать вверх. Итак, прикрутил я амортизаторы, подключил все провода, подключил патрубок. Осталось теперь собрать вверх. Все, почти собрал машинку, поставил перекладину, порошкоприемник. Осталось поставить модуль управления и можно тестировать. Все, собрал я до конца, поставил модуль управления и поставил противовес. Теперь можно тестировать. Вот и все, звук прошел. Перестало стучать.